Счастья всем девам, королевам, счастья. Ну, королевы, конечно. Сразу осаночка прямая. Себя несем. Не идем, а несем себя. Это абсолютно ваша тема. Ну что, мои хорошие, событий для вас в августе много и значимых событий. Задействован первую половину, вообще в течение всего месяца, особенно первая половина августа, очень много задействован первый дом. То есть я, личность, кто, что я, кто я. Я, проявление самой себя. Этот сектор очень сильно задействован. И сейчас мы с вами все посмотрим. К вам постепенно перешли в августе месяце две сильные личные планеты, такие как Венера и Марс. Они сделали к вам транзит. И когда любая планета заходит в знак, она всегда идет по первому сектору. Сразу ты начинаешь работать в личном плане, в личном аспекте. То есть как себя увидеть, услышать, показать, представить, изменить, улучшить, подработать над чем-то. Это все вот по этой теме. Конечно, когда Марс и Венера идут по какому-то определенному знаку, ты очень сильную энергию чувствуешь. И мы подробно разберем каждую из них, потому что вместе они работают, просто зная, как они работают по отдельности. Марс в Деве будет находиться целый месяц, и мы с него сейчас мы начнем с него, с Марса. Он будет находиться у вас в течение всего месяца, пребывать в первом секторе. Марсу здесь он сдержанный. Здесь Марс абсолютно скорпионий, не Овна. Марс продуманный, осознанный, казалось бы, Марс, а тем не менее медлительный. Но ты успеешь сделать все. Ты настолько распределяешь, вот когда Марс идет по Деве, настолько плодотворно свое время распределяешь, настолько четко по пунктам у тебя все время твое и вложенная туда энергия. Не как белка крутится, устала, что сделала, бегала зазря. Вот здесь Марс все, каждое свое движение абсолютно вкладывает свою силу. Но дела сделает, как будто бы он крутился белка в колесе, не бестолково. Каждое действие, каждое движение будет продумано. Вот здесь такой Марс у вас. По-другому здесь не может быть. Здесь Марс, который думает, спокойно, размеренно распределяет себя, свою энергию, тратит ее достойным образом, как по Деве, королевским образом. У меня на все этой энергии хватит. Переделать сможете в этот период все на свете, горы перевернуть можете, но не будет в этом никакой суеты. Зато энергии будет достаточно, качественной, хорошей энергии. Вот как себя здесь ведет Марс. До 16 числа также в первом секторе будет находиться Венера. Потом она сделает транзит, пойдет к вам по второму сектору. До 16 числа они вместе с Марсом стоят. Венера здесь тоже королевская, но очень сдержанная. Тем не менее, все равно сдержанная. Но вам захочется ласки, захочется внимания, захочется приятных мягких слов и сказать, и услышать. Здесь Венера немножечко приоткроется. Девы сами по себе сдержанные, в эмоциональном плане сдержанные. Вы не особо проявляете свои чувства. Конечно, не так, как козероги, немножко получше, но тем не менее вы не особо расположены показать свои чувства, признаться в своих чувствах. Вы как-то это немножко посдержаннее. Поэтому здесь, когда будет находиться Венера, тем более она будет находиться с Марсом, то сами по себе будете замечать какая-то мягкость, нежность,
такая поволока, обволакиваете, все это появляется. Большой, конечно, шанс, те девы, которые еще не в паре, которые ищут себе спутника, очень большой шанс встретить своего человека. И своего человека, вот прям в воздухе это витает, эти знакомства. Романтики в этом будет много. Откликнитесь очень хорошо. Вы заметны, вы очень привлекательны, вы располагаете. Очень красивое положение Марса и Венеры, когда они находятся у вас в первом доме. Это не такое яркое, как это было во Льве, когда львы отдали свою корону и наслаждались этим, ну там ярко горели эти две планеты, они просто на пьедестале были. Это не так ярко, это все в сдержанных тонах, но эмоционально вы будете замечать, что вы какая-то просто как такая кошачья мягкость появляется, осторожность, но тем не менее такая мягкость, что залюбоваться можно. Вот даже по движения какие-то другие приобретаете. Грация есть, грациозность есть. Это не кричащее, не заявляющее о себе, а вот именно какая-то грациозность во всем в этом. По первому дому. Захотите немножко преобразования своей личности, кто-то перекраситься, может, захочет, кто-то стрижку сделать захочет, кто-то как-то выделить ярче. Обычно дева очень сдержана в косметике, сдержана в цветовой гамме. Вот здесь захочется какой-то яркости. Особенно будете замечать, что как-то вот хочется что-то, красные губы или красный лак сделать, или какое-то что-то вот немножко поярче себя представить. Но это будет Марс так себя вести. Захотите эти красок, а если захотите, допустим, ну вот цветы купить, захотите именно как немножко красно-оранжевого цвета, чтобы что-то было связано с Марсом. Ну, после 16 числа Венера пойдет по вашему второму сектору. Это будет материальная тема и партнерская опять-таки тема. А Марс так и будет оставаться в течение всего месяца в первом секторе. Когда Венера идет по второму сектору в Деве, ну, конечно, спорятся все материальные дела. Все, что-то какие-то приходите, выплаты приходят, расчеты какие-то делаете, продажи хорошо идут, покупку сделаете такую продуманную, основательную. Партнеры, бывшие партнеры, возможно, как-то начинаете работать с бывшими партнерами, с вашими. Про это еще будем говорить. Немножко тут Уран, посмотрим, как будет себя действовать. Он идет ретроградное движение, это всегда возвращение каких-то бывших дел. Ну вот Венера по второму дому, это в банке, поедете в банк, разберетесь, что с вашими процентами, захотите поднять эту тему. Или в какие-то другие государственные органы, в пенсионный фонд начнете работать, где и как у вас, что с выплатами, или почему вам не доплачивают, или какие-то. И все это в положительном объеме, в положительном результате. Ну что еще? Новолуние. Новолуние будет в вашем 12 секторе. Это абсолютное чего-то завершение. А что завершение? Вот как будто бы захотите весь итог года немножко вот сюда, вот в это все собрать, завершить, посмотреть. Где-то девы, многие очень девы ведут дневники, а многие девы планы пишут. Посмотрите, что по плану, ага, вот год прошел, у меня на следующий месяц день рождения, то есть вы как будто итог делаете перед своим днем рождения. Смотрите, это сделано, это не сделано, но это я добавлю, это я туда перенесу, это я так сделаю. То есть как-то все немножко какое-то подводите итог завершения и чуть-чуть уединения. То есть планы, которые вы захотите писать, вам нужно пространство такое ваше личное, собственное, где вы захотите подвести этот итог. Возможно, отдохнуть, именно отдохнуть ментально, отключить телефон, чтобы никого не было, чтобы никто не приходил, никто не заходил, а вот именно такое свое личное, собственное пространство. Кто-то захочет помедитировать, кто-то захочет молитвы какие-то свои, храмы посетить,
молитвы послушать или почитать самому молитвы. Вот такого уединения захочется, как будто бы ты сосредотачиваешься к следующему этапу, ты себя подготавливаешь к следующему этапу. Что еще? Ну, 12 августа очень тоже сильный будет аспект. 12 августа это Венера соединится с Плутоном, сделает трин. Очень гармоничный аспект. Для вас это задействован первый и пятый. Венера у вас в первом секторе будет стоять. Первый и пятый сектор. Что может быть лучше этого прекрасного аспекта? Первый и пятый сектор. Удовольствие, наслаждение, романтика, встречи, влюбленности. И по Венере делаетесь очень красивыми, нежными, выражаете это все. Самое главное, что вы это можете выразить, вы это можете показать. Ну, по Плутону это очень все солидно, очень все серьезно, очень основательно по Плутону. Первый, пятый сектор. Проекты, которые вы делали, вас радуют, приносят вам радость и удовольствие. Если вы где-то принимали участие в каком-то конкурсе, вы имеете хорошие результаты от этого конкурса. Может быть, вы свою какую-то работу посылали на конкурс, вы имеете хороший результат. Дети вас радуют, творчество ваше радует. У вас подъем такой, открывается творчество. Сами по себе девы не особо творческие. Вы очень приземленные, вы на земле стоите. И при том, что это так вот по-королевски, но все равно приземленно. Поэтому так вот в творчестве, чтобы раскрыться в творчестве и куда-то улететь, чем-то увлечься, это обычно у дев не бывает. А здесь вы почувствуете, что к вам приходит вот такой прям, у кого-то такие хорошие дизайнерские способности, захотите в доме всю перестановку сделать или у себя в саду как-то навести порядок, красиво с своими растениями разобраться. То есть увидите прям вот что-то творчество какое-то, кто-то захочет руками что-то сделать, захочет, может быть, вязать, кто-то начнет сумочки соломенные вязать, кто-то какой-то другой дизайн делать. Вот захотите это творчество, оно у вас прям вас распирать будет, как будто бы у вас вот что-то такое пошло. Шить кто-то начнет, создавать модели какие-то. Этот аспект, который Венера с Плутоном, он очень продолжительный. 12 числа они идут на трин, но этот действует аспект уже с 1 числа, потому что сам по себе Плутон медленный. И он медленно подходит. Как начинает сближаться, уже давно сближается. А когда они уже сблизились, потом, когда расходиться, развод идет этих двух планет, он тоже медленно, этот вот как мосты разводные делаются, вот так вот медленно разводятся. То есть аспект очень на большой промежуток времени. Поэтому, конечно, очень отразится это на вас. Если какие-то творческие задатки, творческие способности у вас в этот период открываются, то полностью с этим делом подключайтесь, у вас очень хорошо получится. Ну вот 23-го солнышко зайдет в первый дом. Вот видите, сколько первого дома у вас. Проявляйте себя, свою личность, проявите себя. В чем вы хотите себя проявить, как вы хотите, заявить о себе. Это иногда даже не надо публично делать, самому себе. Диету какую-то захотели, можете начинать делать. Это вы себе скажете. Вы себе в плане в своем напишите. Что-то от какой-то привычки отказаться, тоже вы можете это себе сделать. Наоборот, что-то приобрести, какую-то новую, пойти какой-то язык новый учить или пойти чему-то новому научиться, тоже можно запланировать в этот период, и у вас очень хорошо это получится. Дальше 22 числа будет полнолуние в 6 секторе, это сектор здоровья и сектор работы. Ну, тоже тут подведете итог, к которому вы уже подошли. Со здоровьем смотрите, что мне разбираться, как мне разбираться. Вы любите разбираться со своим здоровьем. Иногда некоторые девы даже находят себе как бы, чтобы какую-то со здоровьем что-то, чтобы потом с этим разбираться. То есть иногда это бывает даже лишнее. Вот здесь подведете итог, что вот вы возитесь, сами себе копаетесь, как будто вы ищете какую-то у себя болезнь. Но если даже и у кого-то что-то и есть какая-то проблема, то будете подводить итог своего лечения, своего прохождения по здоровью.
подведете итог. Также и в работе. Ну, вы такие консерваторы, вы в работе так долго задерживаетесь, поэтому тоже определенные черту подведете, итог подведете. Там вы, не там вы, где вы. Вообще месяц такой, где вы себе скажете, где мое место, где я. Вот это я свое вылезет, явно, четко вылезет. Это вот всегда происходит перед днем рождения. Как казалось бы, для каких-то знаков перед днем рождения вялость, слабость. Ты как будто бы вот немножко теряешь энергию. У вас здесь, наоборот, Марс появился. Наоборот, появилась сила, как будто бы у вас подъем. Вот вы себе задаете много вопросов, на которые и сами же себе отвечаете. Ну вот еще хотела сказать про Уран. 20 числа Уран разворачивается на ретроградное движение. Уран стоит в Тельце, разворачивается на ретроградное движение, уходит на 5 месяцев. И этот уход в ретроградности Урана будет для вас по 9 сектору. По 9 сектору это все, что связано с иностранным, заграничным, что-то высоко, далеко. Визы, которые подавали, переезды, которые вы делали. Вы во что-то вернуться, погрузиться в обратное. Может, у вас с кем-то отношения были, они могут возобновиться, человек может дать о себе знать. Может быть, прежняя работа была, где-то вы на какую-то компанию работали, вполне может быть, кто-то отзовется с этой компании и вас еще раз пригласит, ангажирует еще раз на работу. То есть все, что связано немножко от тебя далеко. Это может быть и не другая страна, это может быть с другого города или немножко подальше от вас. Что-то откуда-то по 9 сектору выйдет. Может быть, вы учились там, проходили курсы какие-то, захотите еще раз вернуться туда и уже другую какую-то учебу пройти. То есть вернется что-то из прошлого, и вы захотите этот опыт, этот эксперимент еще раз повторить. Ну, вот такой месяц, активный именно для вас. Для других всех, когда Марс находится в Деве, он здесь очень продуманный. Не всем знакам такая продуманность Марса необходима. Для вас он энергия, но не энергия вот это вот крутиться как белка, а эта энергия крутиться как белка, то есть сделать столько же, но сделать это очень и очень продуманно, гармонично. Не запыхаться, не забегаться, а очень продуманно распределять свое вот это пространство жизненное, в котором ты живешь, распределять степенно, но при этом выполняя и сделая больше даже, чем ты мог когда-то сделать. Вот дни настолько будут насыщенными, и вы будете думать, как я все успела, я не торопилась. Я ничего такого быстро не делала, но я очень много переделала всяких дел. Вот это вот такое, вот так вот работает Марс, когда он находится в Деве. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю. Спасибо за лайки, спасибо за подписку, спасибо за поддержку канала. И до новых встреч, обнимаю вас.